Добро пожаловать в видео про дурные привычки в отношениях. Вот такие дурные, от которых прям дурно пахнет. То есть это, знаете, как что-то такое токсичное, что отравляет отношения. Расскажу вам про две такие дурные привычки. Ну а если вы хотите узнать больше о том, что люди делают не так в отношениях, то приглашаю вас бесплатно пройти первую ступень моих курсов про отношения. Она займет 2 дня вашей жизни, даст вам кучу полезной информации для осмысления. Вы сможете не совершать эти ошибки. И самое интересное, что все это бесплатно. Ссылка на этот курс внизу в описании под видео. Регистрируйтесь, пока он еще доступен. Я психолог Наталья Корнеева. Вы на канале про отношения. Подписывайтесь. И поехали. Что же это за две такие интересные дурные привычки? Привычка первая. Обида, которая превращается в бойкот. Замечали такое в вашей жизни? Знаете, очень часто люди вспоминают, что мама или папа в семье так делали. Все, мама обиделась, мама не разговаривает с папой, но напряжены рядом все. Дома прям день-два, знаете, такое туча напряжения. Все играют в эту игру. Мама обиделась. Трагедия. И мама не разговаривает демонстративно с папой, но и все рядом, естественно, все равно от этого страдают, потому что мама в сильнейшем напряжении. И вот дурная привычка в отношениях, которую мы так легко, как соринку в чужом глазу, можем заметить в опыте наших родителей, например, или знакомых, и как бревно часто не замечаем в своих семьях, да, уже взрослых в отношениях. Это очень дурная привычка. От нее очень важно избавиться. Почему? Потому что бойкот, то есть игнорирование, отмалчивание, когда к вам обращаются, а вы не отвечаете, или делаете вид, что не услышали, или ваш партнер так делает, это форма токсичного поведения. Это нездоровое с точки зрения психологии поведения. Оно неадекватной ситуации. Оно в этом бойкоте, понимаете, очень много отвержения. Когда кто-то так к вам делает, это читается как: слушай, ты настолько мне отвратителен, я обиделась. Ты настолько мне отвратителен, ты такой вообще неприятный, мерзкий человек, что я даже отвечать тебе не хочу. Но о каких отношениях и о близости может идти речь, если наш партнер нам такое посылает? Да, если мы чувствуем, что мы кому-то отвратительны, ну, как бы, а как нам жить дальше? Это очень-очень дурная привычка, она очень неверная. Люди так себя ведут обычно, потому что кто-то их этому когда-то научил. Мамы, папы в детстве. Если вдруг вы так себя ведете, вспомните, кто заразил вас этим как инфекцией, кто подал вам такой негативный пример. Если ваш партнер так себя ведет, то вы можете прям спросить его, например: слушай, дорогой, а кто вообще научил тебя так как отмалчиваться, да? А где ты, собственно, этому научился? Ты знаешь, это вообще-то форма токсичного поведения, и мне крайне неприятно, когда ты так делаешь. Я чувствую, как будто я тебе отвратительно. Ну, как бы, если тебе отвратительно, а о чем мы тогда делаем вместе? Нет, я понимаю, конечно, что периодами ты можешь испытывать ко мне разные неприятные чувства. Ты можешь злиться на меня, обижаться, я могу тебя раздражать, это все нормально. Но отвращение к близкому человеку — это уже чересчур для того, чтобы жить вместе. Неужели я прям так тебе отвратительна? Или, может быть, это всего лишь обычная обида, которую почему-то вот как-то ты научился показывать через такое отвращение? Давай что-то с этим делать. Ну, мне это очень неприятно. То есть я бы, например, если бы оказалась в семье, да, вот, и в моих близких отношениях было бы такое поведение от близкого человека, ну вот я бы как психолог, собственно, так и поговорила бы. Можете это использовать. И вторая дурная привычка, которая очень неприятно пахнет, это пассивная агрессия. Кратко, что такое пассивная агрессия? Вообще агрессия — это злость, гнев, раздражение, ярость. То есть вот этот спектр чувства злости, да, это называется словом агрессия. Маленькая такая ставочка, если вдруг психологи будут смотреть, иногда в психологии это слово применяется с другим значением, но мы с вами здесь простые люди, разговариваем на простом языке, поэтому слово агрессия будем понимать просто. Это форма злости. Злость, как и любое чувство, абсолютно нормально. Его не стыдно, не страшно испытывать. Нам злость дана природой, и она несет определенную пользу. Польза ее в том, чтобы мы заметили, что у нас есть потребность что-то, на что мы злимся или на кого, да, что-то
прекратить или начать. Ну, абсолютно нормальная функция, которая может очень хорошо помогать нам жить счастливо. Но если у человека внутри есть запрет на проявление злости в детстве, опять-таки, ну, вот видите, все растет из детства. В детстве кто-то ему сказал, что когда ты злишься, ты такая некрасивая девочка, или хорошие девочки не злятся. Как ты смеешь злиться на мать? Нельзя, недопустимо, да? Вот эти фразы в детстве закладывают в человека такую установку, а злость нельзя показывать людям. А как ее не показывать, если она есть? Ну, как бы куда ее денешь? Ты же не можешь ее взять и выкинуть в мусорку. И любое чувство, которое к нам приходит, его надо прожить. А там вот такой запрет, там все время как под гнетом лежит эта злость и прет из всех щелей. И так она начинает переть в виде пассивной агрессии, то есть активная. Это когда я злюсь, и я прямо тебе говорю, что, слушай, я злюсь, вот это мне не нравится, давай подумаем, как сделать лучше, или не делай так со мной. Пассивная агрессия, когда я не могу открыто об этом сказать. Я чувствую, что я как будто не имею права показать эту злость. Я вынуждена даже сама ее не замечать, например. Но она прет снутри, как вода, которая протекает во все щели. И прет она, например, через фразы. Ну, конечно, ты не знала. Куда тебе знать? Или «Да куда ты со своим умом лезешь? Или ты что, шуток не понимаешь? Это же был юмор. Когда очевидно, что это был не юмор, а подколка. То есть подколки, обесценивания, всякие фразы, в которых мы чувствуем пренебрежение, да, вот так мы можем замечать, что это пассивная агрессия. Мы всегда ее чувствуем. Поверьте, тот, к кому пассивную агрессию проявляют, никогда не останется в состоянии, что это не замечено. Мы всегда заметим, но многие не умеют на нее реагировать. Поэтому если вы замечаете, что ваш партнер к вам проявляет пассивную агрессию, или вы проявляете ее в отношениях, просто обязательно знайте, это очень дурная привычка, она разрушает отношения, потому что когда вам агрессию проявил бы человек открыто, в здоровой форме, сказал бы просто, слушай, я злюсь, давай с этим что-то делать, вот, ну не катит так, нет, надо как-то по-другому, то вам не на что обижаться. Человек пришел к вам открыто с желанием что-то изменить. Это очень честно. Пассивная агрессия – это нечестно. Это когда я делаю вид, что меня спрашивают, допустим, ты злишься? А я, представьте, вам сейчас так наиграю. Нет, не злюсь. А лицо у меня все, допустим, да, там поплыло. Ну, понятно, что что-то не так. Наверняка вы в жизни не раз с этим сталкивались, потому что, к сожалению, это очень распространено. Избавляйтесь от этих дурных привычек. Хотите узнать больше ошибок, которые мы, простые живые люди, регулярно совершаем в наших отношениях? Приходите на бесплатный курс. Ссылка на регистрацию внизу. Зарегистрируйтесь и сразу получите доступ. Если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, инсайты, истории, которыми вы хотели бы поделиться, пожалуйста, комментарии внутри. Комментарии внизу под этим видео для вас открыты. Я их все читаю сама лично и стараюсь с вами общаться и отвечать на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если досмотрели до конца. И до встречи в следующем видео.